Здравствуйте, ребята! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Он называется... Сейчас я выключу звук. Он называется «Актуально здоровье. Ответы на ваши вопросы и здоровый образ жизни». Хочу сразу же сказать, что с правой стороны вы видите ссылку на мой сайт. И по этой ссылке можете перейти и получить акционную скидку минус 20% на все продукты нашей компании «Тибетская формула». Итак, Марьям. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. У мамы ревматоидный артрит. И как вы посоветовали, она принимает артридикс, бетулиновую кислоту, лизоцим и лимфанорм. Благодарим вам, она чувствует себя хорошо. Пожалуйста, посоветуйте, как долго ей следует продолжать их, нужен ли перерыв. Она принимает их с февраля. Март, апрель, май. Огромное спасибо за все, что вы для нас делаете. Нет, не нужно принимать дольше 5 месяцев, можно делать смело перерыв. Я понимаю вашу маму, она не хочет заканчивать прием данных препаратов, потому что она понимает, как может быть больно. Да, прием бетулиновой кислоты совместно с препаратом артридикс доказали свою эффективность при лечении васкулита, ревматоидного артрита и волчанки. И вы знаете, наша ведь медицина, она рассматривает данное заболевание как заболевание, которое невозможно вылечить без гормональных препаратов. Но тем не менее, видите, оказывается возможно. И это не первый случай, далеко не единственный случай, когда люди, применяя препарат артридикс и бетулиновая кислота, еще гемартан, вот так на протяжении 3-4 месяцев полностью вылечивались от заболевания ревматоидный артрит. А ведь многие не вылечивают. А что или в чем особенность? Одна из особенностей заключается в том, что необходимо принимать лизоцим, бетулиновую кислоту и артридикс принимать на протяжении не менее чем 4-6 месяцев. Вот если это пить такое время, то тогда процесс лечение происходит эффективно и происходит излечение в большинстве своем. Это хорошо. Так что пусть мама ваша выздоравливает, больше не болеет и бережет себя. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почему краснеют глаза? По моему мнению, глаза краснеют из-за нехватки определенного витамина. Какой это витамин? Это витамин П, и называется он рутин. В случае, если у вас глаза краснеют, вы должны знать, что когда у человека краснеют глаза, то есть проблемы с высоким холестерином. Также, как правило, когда краснеют глаза, это, помимо всего прочего, может быть еще и первым знаком таким, который будет говорить о том, что у вас в дальнейшем начнутся проблемы с хрящевой тканью. Как правило, по моим наблюдениям, именно покраснение глаз и длительное покраснение глаз является предпосылкой к тому, что у человека начинают появляться боли в позвоночнике, в разных отделах, в голеностопе, в суставах, в суглобах и так далее. И, конечно, я могу сказать, что препятствовать этому всему и профилактировать появление таких заболеваний можно. Какой самый простой препарат? Вы знаете, самый простой препарат — это аскорутин. Это рутинная аскорбиновая кислота. Просто необходимо принимать в большой дозировке, он не очень дешевый. В какой дозировке принимать аскорутин? Ну, приблизительно 125-250 миллиграмм 2 или даже 3 раза в день. Это совершенно безопасно. Что рутин, что аскорбиновая кислота является совершенно безопасной для человека. При этом никак негативно не влияет ни на лоханки почек, ни на какие-либо процессы, которые происходят в организме. Поэтому можно принимать смело на 100%. Что выводит рутин? Как ни странно, алкоголь выводит рутин. Поэтому, когда человек очень длительное время принимает алкоголь, у него могут краснеть глаза. Психостимуляторы всевозможные могут устранять и уменьшать количество рутина. Да, впрочем, и аскорбиновой кислоты в том числе. Именно поэтому быстрое похудение, стрессы, онкологические заболевания и аутоиммунные заболевания, особенно стрессовые состояния, прием алкоголя в большом количестве, кофе, прежде всего приводит к тому, что 3 минерала из нашего организма покидают нас. Это витамин П, рутин, это аскорбиновая кислота и это, конечно,
магний. Именно поэтому тем людям, которые худеют, у которых есть проблемы, связанные с сосудами, необходимы данные препараты. В нашей компании есть рутин, можно принимать данный препарат отдельно. Чем интересен рутин? Особенно весной у людей появляется головокружение. Это частое явление, так как очень часто весна является быстрой сменой погоды, изменяется температура и общее атмосферное давление. При этом происходит целый ряд процессов. Это процессы цветения, которые часто приводят к аллергическим ринитам, к осложнению и к появлению аутоиммунных процессов. Кстати, весна является временем, когда у всех появляется витаминоз. И это, конечно, время, когда есть смысл обращать на витаминное состояние организма большое внимание. И именно в это время, как раз при возникновении витаминоза, происходит спазмирование. Очень часто это происходит как раз во время апреля и мая. Происходит спазмирование артерий, спазмирование сосудов, дистонические всевозможные спазмирования. У детей появляется при этом еще и дергание лица, нервные тики. Как с этим бороться и что с этим делать? Дело в том, что это связано как раз с проявлением аллергических процессов. И купировать такие аллергические процессы путем антигистаминных препаратов не совсем гуманный способ по отношению к человеческому организму. И можно перейти на совершенно другой или иной способ, как бы не приводить к тому, чтобы сразу принимать антигистаминные препараты, а подождать какое-то время для того, чтобы организм мог сам адаптироваться. При этом увеличить количество употребления хлорида натрия. То есть по-русски это просто либо поваренной соли, либо двууглекислого натра, что по-русски обозначает пищевая сода. 1 чайная ложка соды на стакан воды 1 раз в день способны на протяжении 1-2 недель полностью устранить у человека аллергию в активной ее форме. И небольшое количество соли, добавляя дополнительно в рацион питания или питье сульфидной воды, допустим, такое как Миргородская или Нарзан или Эссентуки, или вода, в которой есть сульфиды или натрий сульфат, или натрий сульфид, может помочь человеку существенно справляться с... Чем интересны эти вегетосудистые дистонии? Они являются спазмированием сосудов, и это называется вазоконстрикцией. Но существуют определенные вещества, к таким веществам относится витамин П. Это вазодилататор. И данные вещества способны приводить к тому, что спазмирование сосудов расслабляется и расширяется. К таким веществам относится аминокислота аргинин. К таким веществам относится пептид или полипептид, который называется гастрин, который выделяется слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта, отделом желудка и отделом двенадцатиперстной кишки и тонкой кишки. Ну и, конечно, это рутин, о котором я сегодня говорю. Ну и, конечно, в случае, если у вас появилось сейчас головокружение, если у вас аллергия, если у вас появились боли в суставах, то пришло время начинать принимать рутин, что, собственно, я вам прямо рекомендую делать уже с сегодняшнего или завтрашнего дня. Что происходит, когда начинается весна? Вы должны знать, что весна обычно она проявляется в виде с невероятной активностью, тоже так гипотетически, особенно в этом году, проявляющейся солнечной активностью. Я могу сказать, что я такой солнечной активности на протяжении последних, наверное, вообще хочу сказать, что я такой солнечной активности никогда не наблюдал. Та солнечная активность, которая есть на сегодняшний день, она уникальна из-за того, что имеет прямо невероятно высокие показатели. Это небезопасно, я хочу сказать, потому что накопление радиационных элементов, которые будут проявляться в пыли, а также само нахождение под солнцем, может повлиять на человеческий организм вот такими путями. Первый путь — это уменьшение деятельности щитовидной железы, переход в сторону гипофункции щитовидной железы. Максимально это появление аутоиммунного тиреоидита, увеличение массы тела.
Именно поэтому в этот период я прямо рекомендую принимать препараты йода. Они сейчас прямо очень актуальны. Не обязательно большие дозировки, можно там самые невысокие дозировки принимать. Это что сделает? Улучшит состояние кожи, уменьшит состояние отечности, улучшит сон. Исчезнет состояние внезапного ощущения жара или внезапного замерзания. Если вас морозит на протяжении дня, поставьте тире, йода не хватает. Если вам жарко внезапно и после чего абсолютно и быстро холодно, йода не хватает. Если у вас частые головные боли в лобной области и частые боли в височной области по непонятным причинам, особенно на солнце, если кожа становится скользкой и похожей появляется эффект при умывании, как будто кожа немножечко мыльная, а также появляется такой нетипичный восковой блеск. При этом выпадают волосы или волосы становятся жирными, как бы вы их не мыли, такое ощущение, как бы не отмывается. Это все говорит о том, что у вас недостаточность в рационе питания йода. Именно поэтому сейчас как раз то время, когда есть смысл принимать йод совместно с рутином. Вот так. Лора Кравчук. Добрий день. Вважаю, що боді-позитив – шкідлива тенденція сучасного світу. Зайві кілограми – зло. Не завжди. Щоб зменшити апетит, купила піколінат хрому. П'ю вітаміни В12, Д3, омега. Що ще можна приймати? Смотрите. Наш организм, он поправляется, как правило, и это связано не с тем, сколько вы... Вообще человеческий организм, он, конечно, реагирует на питание. И, конечно же, можно сказать, что в большинстве своем человек меньше употребляет пищи и от этого худеет. Почему я это говорю? А ведь много есть людей, которые говорят, что ничего не ем и при этом поправляюсь. Ну, выводы, они такие у меня глобальные и не очень приятные. Я видел видео, где людей освобождали из концентрационных лагерей, там Дахау или Бухенвальд, и там не было ни одного полного или от голода имеющего большого размера человека. Да, действительно, рацион питания человека существенно влияет на его увеличение веса и так далее. И сюда относится, здесь прежде всего стоит говорить о общем метаболизме. Так у одного человека метаболизм ускорен. Из-за чего это происходит? Есть люди, более активно реагирующие на окружающий мир, более быстро запоминающие. Есть люди активно физически, активно эмоционально, активные, больше используют энергию. Есть оболочки, есть более активные митохондрии определенных отделов. Но в большинстве своем, в мире, в котором мы живем, питание, по моему мнению, не играет особой роли в тот момент, когда поправляется человек. Конечно, мне можно верить, сказать, что я, или не верить, сказать, что я там какашка и так далее. Но я хочу сказать, что в нашем организме есть система, которая называется эндокринная. Эта эндокринная система, она регулирует процессы, которые происходят в нашем организме. И это половые гормоны, это гормоны поджелудочной железы, в том числе гастрин, и гормоны щитовидной железы. Ну и, конечно, психическая система. В случае, если с чего необходимо начинать? У вас есть задача, вы хотите похудеть. Первое, на что стоит обратить внимание, на длину сна. Дело в том, что человек худеет, когда он спит. Почему? Наш мозг для восстановления использует огромное количество калорий. Обычно во время сна человеческий организм за 6-7 часов расходует 2,5-3,5 и более килокалорий. В случае, если человек увеличивает сон даже на 30 минут, то на протяжении 1 года он может увеличить. А что мешает человеку спать, если он спит много? Возможно, вы храпите. Так, когда человек храпит, он не высыпается, и его сон сокращается. Тогда вопрос, что делать, чтобы человек не храпел? Для того, чтобы человек не храпел, есть такие системы, они называются CPAP. Это специальная маска с компрессором, которая покупается, они недорого стоят. Можно ее себе купить, использовать ее каждый вечер, привыкнуть в ней спать. И на протяжении года автоматически, если ваш муж храпит или вы храпите, начните одевать эту маску, сон улучшится, длина сна увеличится. И самое интересное, за счет такой маски человек худеет. То есть это проверено, но вот наверняка.
Второе, циркадные ритмы, о которых я часто говорю. Нарушение циркадных ритмов человека часто приводит к увеличению веса. Это связано с... Когда вам вечером очень сильно хочется кушать, вы идете к холодильнику, ненавидя себя, знаете, у вас нарушен циркадный ритм. Вам в этот момент не хочется на самом деле кушать. Вам в этот момент необходимо спать. Почему? Тот допамин, который у вас образовался и находится в щели нуклеус аккумбенс, именно этот допамин вам необходим для того, чтобы вы уже спали, а не возбуждались, потому что он способствует переходу с одного уровня сна на более глубокий уровень сна или переключение с одной волны на другую сна. И он вам его вам в бодрствующем состоянии, он вам не нужен, этот допамин. Именно поэтому в случае, если человек пропускает момент, когда он должен спать, и в этот момент выделяется дофамин, то этот дофамин стимулирует у человека аппетит, так как выделяется совместно с гастрином, и пепсином, и декатализами и так далее. И все это может привести к тому, что у вас появляется аппетит, и вы ничего не сможете с этим сделать. Вы пропустили время сна. Что необходимо знать? Необходимо знать, что если вы поставили задачу себе худеть, то вы должны прежде всего успокоиться. Сейчас я расскажу, как это сделать. Второе, начать спать или ложиться спать раньше. Это прям обязательное условие. При этом перед сном не истощать свою нервную систему. Принимать препарат, который называется... Как же он называется? Принимать любой препарат, который может стимулировать засыпание. В моей компании это... Не помню. Сейчас вспомню, скажу. И сейчас я посмотрю. Ага, препарат у нас называется Sonic, я забыл. Препарат у нас называется Sonic, который стимулирует сон. И мелатонин. Мелатонин можно принимать не обязательно, и препарат Sonic. Мелатонин восстанавливает циркадные ритмы, Sonic восстанавливает глубину и длину сна. При этом случае, если у вас есть храп, одевайте маску такую. Следующее, обратите внимание на щитовидную железу. В случае, если у вас большой подбородок висячий, в случае, если у вас большие плечи или большие жировые, наверное, отложения в верхней части вашего тела, то я рекомендую использовать дополнительно любые препараты для щитовидной железы, не обязательно йод содержащие, это могут быть мой препарат тератозин, а еще лучше препарат с высоким содержанием йода. К таким препаратам относится у нас препарат йод, и препарат в таблетках называется калия-йодид или пикалинат йода, или можно спросить у оператора. И такие препараты йода, от них очень худеешь. Не обязательно принимать йод, селен и так далее. Такие препараты не обязательно принимать нашей компании. Можно найти любые другие препараты, которые продаются в аптечной сети, и принимать такие препараты. Следующее, пикалинат хрома, который вы приобрели правильно. Не забывайте еще и о L-карнитине. L-карнитин, от него очень эффективно худеешь. И, конечно же, для женщин это препараты, стимулирующие мочеполовую систему и стимулирующие гормоны мочеполовые. Есть один общий препарат, который стимулирует как выделение тестостерона, так и улучшение выделения прогестерона, эстрадиола. Это препарат, который называется Трибулус в нашей компании. По одной таблетке 2 раза в день. Или второй мускус. По одной чайной ложке на стакан воды 1 или даже 2 раза в день. Итак, давайте пересчитаем еще раз данные препараты и послушаем рекомендацию. Итак, прежде всего, спать дольше, ложиться раньше. Принимать препараты мелатонин, низкую дозировку, 1 таблетка за 1 час до сна. Принимать перед самым сном 1 или 2 таблетки препарата Sonic, рассасывая их. Принимать любой успокаивающий препарат. Кстати, успокаивающий препарат можно заменить препаратом рутин.
так как препарат рутин имеет еще и успокаивающее действие, восстановит сосуды, уберет закрытые капилляры, высвободит высокий холестерин, который может находиться в спазмированных тонких сосудах, не приводя в дальнейшем к появлению бляшек в этих местах. Дальше препарат калия-йодид. В нашей компании он называется потасиум-йод. Можно самую высокую дозировку, только принимать 10 дней, потом 5 дней перерыв и еще раз 10 дней. Дальше пикалинат хрома и препарат трибулус или мускус. Также L-карнитин по одной таблетке 2 раза в день. Я уверен, что применение таких препаратов в комплексе может очень эффективно помочь человеку похудеть. По поводу спорта тоже могу сказать. В случае, если вам спортом нельзя заниматься, но вы при этом хотите все-таки худеть, вы должны научиться дышать животом. Садитесь на улице, делайте глубокие вдохи и выдохи по 10-15 раз. 10-15 раз делаете глубокие вдохи и выдохи без задержки дыхания. Отдыхайте, засекайте время, делаете таких вдохов и выдохов на протяжении одного раза, ну так, чтобы в сумме получилось 100 раз. Если делать такие вдохи и выдохи утром, в обед и вечером, то похудеете. Второй вариант. Перед каждым приемом пищи, когда вы будете садиться кушать, обязательно выпивайте 1-2 стакана теплой воды. Третье, вы должны знать, существует определенная теория, она озвучена в китайской книге, которая называется 8 оборотов парчи, как-то так. И там ученик учителя спрашивает, каким образом можно худеть, не используя утомительные упражнения там, и все остальное. Он говорит, наш организм, он любит разнообразие. И в случае, если и там рассказывает историю о том, что даже в случае, если человек использует монодиету и принимает 1 или 2 вида питания, то организм в дальнейшем от одного и того же питания начинает болеть и не хочет больше этим питаться. Он говорит, что организму надоедает. И говорит, что организм не использует в дальнейшем такую пищу, потому что она ему не нравится, и необходимо ее изменить. И вот там он как раз предложил 3 вида пищи, за счет которой худеют. Какая это пища? Это каша. Какая каша? Это смешной рецепт, но от него действительно худеешь. Я в свое время использовал разные каши, так как я до конца не знал, какую вторую кашу он там, о какой второй каше он говорил. Я так предполагаю, что это все-таки было кукурузное. Но я кукурузную не люблю кашу, поэтому я использовал рисово-гречневую. Я варил отдельно рис и варил отдельно гречку, смешивал эти 2 каши. И каждый день, перед тем, как есть суп или перед тем, как есть что-либо, я съедал от 2 до 5 ложек вот такой каши. Также на протяжении дня выпивал вот такую воду. Также делал такой вид дыхания. Также принимал на протяжении дня, но только не вечером, а на протяжении дня, зеленый чай, вьетнамский обычный, порох. Покупал прямо вьетнамский чай, заваривал его, и когда допивал 1 чай, наливал воду еще раз и заливал и пил еще раз. И могу сказать, что это мега и очень быстрая, эффективная система, которая помогает человеку похудеть. В это время можете питаться чем хотите. Это на самом деле не имеет никакого значения. Если сон увеличенный, в случае, если вы кушаете такие каши, в случае, если вы пьете на протяжении дня чай, не нужно панически и нервно бояться за то, что вы там съели или не съели. Аппетит стабилизируется, желания такого огромного кушать нет. В случае, если нет никаких тяжелейших эндокринологических или психических расстройств, то такая диета человеку предельно помогает. Поэтому можете попробовать, рекомендую. Также мной был разработан препарат, который называется жир-стресс. Он действительно эффективный, от него можно худеть, но хочу сказать, что он более нацелен на улучшение психической деятельности и более действует как препарат, при помощи которого купируется особенное и страстное желание есть. То есть в случае, если человек не может контролировать, видимо, глюкоза очень падает, и человек просто вынужден кушать в этот момент, то применение такого препарата со временем приводит к тому, что у человека улучшается, появляется степенность к пище, и он уже не хочет так много кушать, в случае есть, то не хочет объедаться. Ну вот так это все устроено, великолепный препарат.
Сейчас время, когда появились на деревьях орешки. На грецких орехах появились вот эти зародыши орехов. Это в тех регионах, где тепло. И как раз они сейчас небольшого размера, приблизительно как фасоль. И это время, когда можно съесть или проглотить 7 орешков. Считается, что это тоже там было написано в этой книге, что если проглотить 7 орешков, то на протяжении года не будет болеть ни нос, ни рот, ни глотка. И я согласен с этим, это действительно уникальный такой способ, можете пробовать это использовать. Зайві кілограми – це не зло. Зайві килограммы – это женская гормональная система. Поэтому, знаете, как я много знал женщин, которые на пути к стремлению похудеть теряли миелиновую оболочку мозга. И сейчас в возрасте 43 года там, и меньше имеют уже рассеянный склероз, заболевание боковой амиоспастический склероз, имеют целый ряд проблем. И, конечно, я могу сказать, что это небезопасно для людей. Если вы худеете, делайте это мягко. Не старайтесь худеть быстро, агрессивно и интенсивно. Любые маниакальные отношения к своему организму разрушают его. Даже в случае, если временно вы будете хорошо себя чувствовать и будете хорошо выглядеть и так далее, то я могу сказать, что время расставляет все на свои места. Очень длительное воздействие, очень длительные ограничения могут помешать человеку быть здоровым, и в дальнейшем развивается целый ряд заболеваний. Лора Кравчук, не по темі, але дякую вам за школку. Будь ласка, дуже приємно. Валентина РТ. У меня спина, буду делать блокаду, потому что износились диски. Андрей Андреевич, как вы думаете, сердцем тоже плохо? Нет, я думаю, сердцем неплохо. Что такое диски? Почему они изнашиваются? Как появляется мое мнение? Опять-таки, мое мнение, потому что есть обвинения, говорят, что я говорю не по теме, говорю безграмотно и так далее. Я хочу сказать, что да, предельно извиняюсь за то, что я, возможно, где-то говорю безграмотно. Это связано с тем, что я обучался медицине не только на русском языке, еще и на других языках. И очень много времени я не преподаю и не являюсь клиническим специалистом. Ну и знаете, что-то забывается уже и где-то, может быть, отходишь от этой темы, так как жизнь она большая, а мне уже, в общем-то, достаточно много лет. Я себя не чувствую взрослым. Так вот, по одной из моих гипотез, она подтверждается и подтвердилась, по моему мнению, многократно, между использованием и употреблением аскорбиновой кислоты и формированием хрящевой ткани. Это, кстати, было написано в одной из книг, и есть видео, по-моему, в прошлый раз или позапрошлый, записывал видео и даже говорил там, что я взял информацию, книга называется так-то, так-то, страница такая-то, такая-то, исследования такие-то, такие-то. И в этой книге говорится о том, что, оказывается, есть зависимость уменьшение употребления аскорбиновой кислоты у человека с формированием хрящевой ткани. Есть витамин, называется никотиновая кислота, и аскорбиновая кислота. Аскорбиновая кислота напрямую связана с формированием хрящевой ткани, коллагена и связующего аппарата в организме. Именно поэтому я хочу сказать вам, что да, действительно, в случае, если у вас есть проблемы с ретикулоцитами, в случае, если у вас есть проблемы лейкопения, в случае, если у вас есть проблемы даже с пониженными или чрезвычайно повышенными нейтрофилами, это, кстати, повышенные нейтрофилы, это аллергия, может быть, но вы с макулоцитами даже, то вы должны, если у вас изнашивается хрящевая ткань, появляются заболевания позвоночника, листозы, грыжи, то улучшить общее самочувствие вам поможет не обязательно применять сразу радикальные меры. Если еще терпит, то есть смысл попробовать. Самое важное, в какую сторону пробовать. И здесь ответ такой. Ни хондроитины, ни глюкозамины не усваиваются без аскорбиновой кислоты в большом количестве. Именно поэтому аскорбиновая кислота нам необходима в большом количестве. Более всего изнашивается при похолодании
и восстанавливаются при потеплении. Тем не менее, хочу сказать, что ограничение использования жиров, повышение пуринов, то есть это использование мясной пищи. Сейчас популярно говорить там, кушайте яйца, яйца это полезно, утром яйца, вареные яйца, бесконечно ешьте яйца. Зря. Почему? Есть исследования, которые доказывают, что безмерное или большое потребление яиц может спровоцировать в дальнейшем появлению патологий, прямо заболеваний печени. Поэтому если у вас есть там синдром Жильбера или есть патологии печени, то обычное употребление обычных яиц в вареном виде с утра в большом количестве, а большое количество не обязательно в день по 7 штук съедать. Можно по 2 яйца каждый день, но на протяжении 5 лет. Многие же именно так заболевают. Может привести в дальнейшем к подавлению функции печени. Ну, вернемся все-таки к идеям о чем мы там говорили. Ага. К нашим суставам. Вернемся к идеям наших суставов. Так вот, гипотеза заключается в том, что суставы, оказывается, можно восстанавливать. Но они не восстанавливаются хондроитином, глюкозамином, какого бы количества хондроитина, глюкозамина вы не принимали. От чего рушатся суставы? Они рушатся на фоне того, что у человека формируются оксалаты. Оксалаты всегда являются пуринами фактически, что приводит к тому, что появляется кислота, она в суставе находится, разъедая или делая более мягкий коллаген нашей суставной сумки. И такие пурины, они обычно возникают из-за алкоголя, переживаний, высокой кислотности желудка. Как правило, это связано еще и с высоким аммиаком. Аммиак у нас, он максимально, практически всегда формируется на фоне употребления белков. Потому что происходит процесс расщепления белка, при этом тот белок, который расщепляется, происходит процесс карбоксилирования, и с другой стороны происходит формирование аммиачных групп. Появляются, белки расщепляются на пептиды, полипептиды, аминокислоты, вернее на аминокислоты, полипептиды, и после чего усваивается или объединяется в какие-то гормональные группы. Это тоже так бывает. И, конечно, это все необходимо учитывать в тот момент, когда человек начинает лечение. То есть в тот момент, когда вы начинаете болеть и у вас начинают болеть суставы, знайте, на время вам необходимо отказаться от мяса. Это прямо одно из условий. Далее, как ни странно, прикладывать к местам, которые болят у человека, особенно в случае, если есть подагра и высокая кислотность у вас, прикладывать очень хорошо аммиак. Почему аммиак хорошо прикладывать? Не нужно делать крепкий аммиак или аммиачный спирт, продается, нашатырный называется. Вы в него, почему это работает? Дело в том, что у нашатыря есть такая особенность, он расщепляет молочную кислоту, и молочная кислота это уже метаболизм расщепления пуринов или оксалатов. Поэтому, когда в начале происходит появление молочной кислоты, и в дальнейшем молочная кислота стимулирует появление пуринов или оксалатов. Именно поэтому в начале необходимо повлиять на количество пуринов. После этого, если приложить салфетку с нашатырем там, к колену или там, к стопе и делать или выполнять такую аппликацию на протяжении длительного времени, это способно устранить у человека боль в суставах. Это действительно помогает, но в случае, если развиваются вот такие системные заболевания с поражением неревматоидного характера, без артрита и полиартрита, вот связанные с, допустим, там, дисфункцией почек, появлением оксалатов, высокими оксалатами, подагрой и так далее. Ну и второе, это применение аскорбиновой кислоты и применение никотиновой кислоты. Если у человека болит позвоночник, болит сустав или еще что-то болит, начинайте применять аскорбиновую кислоту 1000 мг один раз или даже 2 раза в день по 1 грамму, 1 или 2 или даже 3 раза в день. Принимайте на протяжении 1 месяца и принимайте еще и с высокой дозировкой никотиновой кислоты. 40 мг, приблизительно можно 100 мг 1, 2 или даже 3 раза в день. К радости нашей,
передозировку получить аскорбиновой кислотой или никотиновой кислотой совершенно невозможно. Наш организм справляется с метаболизмом, и у нас есть как декомпенсированный метаболизм, когда он способен находить дополнительную аскорбиновую кислоту каким-то образом в организме, синтезируя ее, каким-то образом поглощая ее из крови там, или из какого-то мяса. Точно так же и переизбыток аскорбиновой кислоты или никотиновой кислоты наш организм способен депонировать, то есть выводить из нашего организма. Поэтому что прием аскорбиновой кислоты, что прием никотиновой кислоты совершенно безопасен для человека. Совершенно. В случае, если у человека есть тяжелое состояние такое, при котором организм уже не способен усваивать аскорбиновую кислоту, я рекомендую использовать, допустим, там, инъекции или капельницы глютатиона. Да, великолепная вещь. Глютатион — это тоже рутин, это тоже что там, L-карнитин, наверное. Ну и лежать на иголках. Я об этом тоже рассказывал. Так что не торопитесь, не страдайте, не бойтесь. В моей компании я разработал препарат, он называется мазь Габбана. Смазывайте позвоночник мазью Габбана. Лежите на иголках по 40 минут перед сном, так чтобы они под спиной лежали. Ну не иглы, а аппликатор Кузнецова, допустим. И при этом принимайте мой препарат Вертебралис по 2 таблетки 2 или даже 3 раза в день. Это очень эффективно. Здравствуйте. Что делать, если много перхоти? Большое спасибо. В случае, если у вас много перхоти, это говорит о том, что у вас не хватает селена. Купите таблетки селена в аптеке, обычный селен. Растворяйте этот селен в стакане с водой. Смазывайте с утра прямо через аэрозоль какой-нибудь воду, так чтобы селен попадал на поверхность головы вместе с водой. Он не загрязняет волосы. И еще принимайте селен. 200 мг селена 1 или 2 раза в день на протяжении 1 месяца. Селен способен справиться с вашей перхотью. Елена Бражунас. Учитель, здравствуйте. Огромное спасибо за совет по аппликатору с иголками. Это чудо. Как после массажа шеи и спины. Вот видите. Юлия Анощук. Уважаемый Андрей Андреевич, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие препараты купить для лечения ног и суставов для мамы? Болят очень колени и ноги внизу. Ходить не может. Мама пьет диклофенак изредка. Если у нее есть такая проблема, то нужно прежде всего отказаться от мяса. Помните, я в начале это уже сказал. Также принимать препарат Artridix по 2 таблетки 2 или даже 3 раза в день. Также принимать препарат бетулиновая кислота по 1 таблетке или по 2 таблетки 2 раза в день. Также хорошо принимать препарат коллаген по 2 таблетки 2 раза в день. Также хорошо принимать, можно, знаете, еще что принимать? Лизоцим. Почему лизоцим? Дело в том, что лизоцим влияет на слизистую оболочку нашего желудка, а именно в желудке формируются определенные вещества, которые в дальнейшем формируют синовиальную жидкость или помогают или участвуют в формировании синовиальной жидкости. О чем я говорю? О гастрине. То есть это гастрин, это грубо секрет, который формируется слизистой оболочкой желудка, и он как раз и является тем, что стимулирует появление как раз формирование этой синовиальной жидкости. Поэтому в случае, если у человека дисбактериоз или он там голодает, его бактерии кишечные отмирают или там плохо себя чувствуют, находятся в агрессивной форме, то и появляется целый ряд заболеваний, эзофагиальный рефлюкс или появляется ряд заболеваний желудка. А вот диклофенак не особо это хорошо. Наталья Каратаева. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Здрасте. Здравствуйте. Какие вебинары вам больше нравится проводить? ТФ по здоровью или по эзотерике? Не знаю. Даже не задумывался. Мне, наверное, нравится больше по эзотерике проводить. Я, наверное, буду еще проводить вебинары, связанные с продвижением в YouTube. Можно даже такое поделать.
Не знаю, мне на самом деле на сегодняшний день нет необходимости проводить вебинары никакие нигде. Я достаточно хорошо себя чувствую, достаточно хорошо зарабатываю. И специально проводить где-либо вебинары и встречаться с людьми нет необходимости. Но я это делаю, потому что я привык, потому что я дисциплинирую себя. Ну, вот придумал я себе во вторник проводить и считаю, что я буду это делать. Почему? Ну, хочется мне помогать людям. Это особенность влечения сердца. Я люблю людей, мне хочется быть полезным этому миру. Вот таким образом я реализую себя. Оксана Земцова. Моя дочь сейчас находится в Польше, через неделю должна родить ребенка. Очень переживаю, все хорошо пройдет. Ничем не поможете на расстоянии. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Живу в Израиле. У меня хронический бронхит. Кашлю уже много лет. Мне нужно как-то помочь, спасибо. Когда у человека происходит вот такое формирование активного кашля, этот процесс, обычно называется он развитие эмфиземы и так далее. Это обычно связано с тем, что у него происходит истощение, и оно, как правило, иммунное. Всегда. Я многократно прямо наблюдал и в фтизиатрии туберкулезных больных, и людей, которые имеют легочные проблемы, и людей, которые имеют заболевания от эмфиземы до туберкулеза, и причем с патологиями всевозможные. Я наблюдал когда-то за несколькими детьми, у них был синдром, как же он называется, когда поджелудочная железа не вырабатывает ферменты, и слизистая легких перестает правильно функционировать. Ну, вспомню, скажу. И одна и та же история была. Это всегда было на фоне сниженного иммунитета. То есть снижение иммунитета в дальнейшем каким-то образом приводит к появлению всего этого. Мое мнение о нем высказал в свое время в книге медицинской Лисковский. Это книга медицинская, которая называется «Медицина в 11 томах», по-моему, энциклопедия медицины. И там у него есть статья, там много научных сотрудников, работников пишут эти статьи. Его статья, она была посвящена ревматоидным болезням, ревматизму. И он там говорит о специфическом антигене, который, скорее всего, имеет вид стафилококка, но который определить иногда можно, а иногда нельзя. И он говорит, что особенность такого стафилококка заключается в том, что он очень похож на клетки, которые выделяют, клетки иммунитета, которые выделяет наша слизистая оболочка легких. Они называются цитокины. И когда цитокины выделяются, то организм, выделяя в большом количестве цитокина, организм начинает не просто бороться с стафилококком, а начинает бороться прямо с тканями легких. И это связано вот с понижением иммунитета. И здесь такой вот выход. Я думал о том, как можно это все сделать, и в свое время сделал препарат. Их несколько. Это препараты, которые могут восстановить состояние крови. Потому что одна из идей моих, она заключается в том, что изменяя состояние крови или стабильно изменяя состояние крови, приводя состояние крови в норму, восстанавливая процесс гомеостаза, можно привести весь организм в норму. То есть это было одной из моих вот таких задач или идей в свое время. И я ставил ряд таких задач для себя. Это приведение, один из них это не изменение гомеостаза, а приведение его к клинической норме. Без анемии, то есть в случае, если нет каких-то особенных там мегапатологий. То есть в случае, если человек чем бы угодно не болел, помочь ему необходимо либо там гормональными препаратами, либо там антибиотиками, либо оперативно, либо изменяя, принципиально изменяя или воздействуя на гомеостаз. Я создал препарат, он называется Гемартан. Сделал я его по тибетским древним тибетским книгам.
изучая такую литературу и синтезируя ее, синергируя ее в более традиционную, нашу известную лекарственную систему, наверное, по применению экстрактов лекарственных растений, получились определенные вот такие составы. Из тех составов, которые описывают тибетцы, я выписал те растения, которые, по их мнению, могут решать ряд проблем, которые связаны с изменением крови. И вот решил создать такой препарат, делал я его на протяжении многих лет, и у меня получился несколько препаратов. Первый препарат, по моему мнению, влияющий на улучшение крови, это был препарат гемартан, один из самых первых. Я считаю, что именно препарат гемартан в свое время, именно он сделал компанию знаменитой. Потому что это облегчает. Человек, когда принимает гемартан, то перестают болеть суставы, у человека улучшается самочувствие. Как это устроено? Получается, в случае, если человек болеет, его иммунитет пытается справиться с этим, изменяется гомеостаз. Но в случае, если и иммунитет вынужден работать с гомеостазом. И в случае, если помочь иммунитету и помочь крови, и приводить ее в норму постоянно, то сам иммунитет улучшает наш организм увеличивает сопротивляемость, а иммунитет улучшает свою работу. И таким образом получился такой препарат. И вот такие люди были у меня. Одна женщина говорит: Андрей Андреевич, у меня очень болят суставы, я постоянно там один раз в месяц болею респираторными заболеваниями. И я ей назначил этот гемартан. И вот хорошие результаты были, они проявились в том, что человек говорит: все, я после этого перестала болеть, 1-2 месяца пропила по 2 таблетки гемартана, совсем перестала болеть вирусными заболеваниями. Были люди, которые говорили, что после гемартана перестали мерзнуть. Были люди, которые говорили, что перестали замерзать и даже начали заниматься закаливанием. До этого даже идея того, что где-то закаливание произвести, их приводила в физический шок. И, конечно, гемартан, многие об этом препарате знают. Очень эффективен препарат для тех людей, у которых слабый иммунитет, особенно если это связано с легкими. Итак, препарат гемартан очищения крови. Второй препарат для улучшения работы легких называется Демилон. Демилон, в моей компании он продается. И третий препарат, который называется бетулиновая кислота. Мощнейший иммунный препарат, стимулирующий иммунитет, помогающий легким функционально и правильно работать. Также глубокие выдохи и вдохи в живот, это тоже очень эффективно, как ни странно. Также я могу сказать, что в случае, если человек снижает вес и делает это активно, делает это постоянно, это непременно будет ухудшать состояние легких. Снижение веса ухудшает состояние легких. Я замечал многократно, как люди, отбывающие наказание там, в колониях какого-либо режима, после карцеров начинают болеть именно заболеваниями легких. С чем это связано? С плохим питанием, это связано с малокалорийным питанием и так далее. Поголовно все начинали болеть. И даже без внедрения инфекции. То есть обязательное условие — это от пневмонии затягиваны, там, бронхитов, которые потом перерастали там, всевозможные заболевания легочных тканей. И да, это так и есть в большинстве своем. По моему мнению, быстрое худение, желание похудеть, недостаточное питание, просто легкое похудение и так далее может в действительности ухудшить состояние легких. Поэтому если человек, аскорбиновая кислота очень важна, потому что она тоже влияет на функции легких. И если принимать аскорбиновую кислоту в очень больших дозировках, то вы должны знать, первую неделю будет ощущение, что вы поправились. Это первое ощущение. Оно связано с отеком. Это говорит о том, что ваш организм нуждается в аскорбиновой кислоте. Через неделю ваш организм всю эту воду выведет. Просто он за счет вот этой воды, за счет дополнительной воды пытается максимально удержать в крови аскорбиновую кислоту. Это говорит о том, что она ему очень-очень нужна. Он прямо очень-очень нуждается. Если у вас такого процесса не происходит, креатинин не увеличивается на фоне приема аскорбиновой кислоты, то и ничего не нужно делать. Дополнительно принимать ее в больших дозировках не нужно.
опять-таки хочу сказать, что это совершенно бесплатно. Поэтому бронхит применяйте аскорбиновую кислоту обязательно. Применяйте аскорбиновую кислоту обязательно. И жиры, говорят, необходимо кушать для того, чтобы набирать вес. Человек набирает вес, улучшается иммунитет. Смотрите, иммунитет падает, человек худеет. Человек набирает вес, тогда иммунитет улучшает свою работу. Этому есть объяснение. Был целый семинар, я его когда-то готовился и записывал. И там более, наверное, грамотно и научно я это все объясняю. Немерченко Тетяна. Добрий вечір, Андрій Андрійович. Болять лікті з квітня 2022 року, аналізи в нормі, але біль то зменшується, то збільшується. Скажіть, будь ласка, що це може бути, як це лікувати, якщо аналізи норм? Да, такое бывает. Называется это артрит. Но он обычно в крови не проявляется никак. Его даже условно можно называть, можно назвать его ювенильным. То есть локализирующимся в одном месте. В случае, если такой артрит есть, то его лечить, он очень болезненный и очень длительный. Обычно возникает вот в одном месте или в двух местах на фоне застуды или на фоне простуды, по-другому переохлаждения. Для того, чтобы убрать, необходима моя мазь, она называется габана. Есть еще вторая можжевеловая. Просто мазью этой мажьте и не будете болеть там. Можно йодом смазывать. Там Андрей Андреевич, как убрать грибок в ушах. Часто у человека после попадания влаги в ухо начинает очень длительное время чесаться. Это связано с появлением микозов в слуховом проходе. И такие микозы, их очень несложно устранять. Это прямо мегаэффективные и быстрые методы, но, к сожалению, наша медицина, она придумывает там противомиколитические средства, которые в целом не помогают. Потому что я вижу таких людей с такими запущенными микозами и болеющими там полсознательной жизни, страдающими от этого и ничего сделающими не могут. Но вы должны знать, существует два вещества, которые легко справляются как с грибками на ногах, как с грибками в ушах. Эти два вещества, я о них уже рассказывал. Одно называется хлоргексин. Смазывайте ватку хлоргексином, смазывайте свои грибки, где бы они там ни находились. После этого, когда хлоргексин подсохнет, можно вслед за ним либо йодом, либо бетадином. Бетадин — это водный раствор йода, можно и люголем. Но люголь просто это вещество, в котором есть глюкоза. А я не думаю, что глюкоза в ухо может быть очень полезна. Поэтому можно бетадином. В нем это просто водный раствор йода, калия, йодида. По-моему, там до 0,3 или до 0,9%. И можно смело это использовать. Безопасно совершенно. Вот совершенно безопасно. Можете использовать. Вообще, где какой фурункул появился? Там где что воспалилось, там слюнная железа воспалилась, там бартолиевые железы воспалились, какие-либо железы, сразу смазывайте бетадином и все. Это прямо эффективно, мега эффективно. Тамара Вакуленко. Спасибо за умные и точные ответы. После блокады пояснички назначили инъекции 20 уколов инъектрана. Можно применять. Совершенно безопасно, можете смело применять. Все нормально, можно применять. Валентина Швыгунова. Вчера у сына 19 лет был приступ впервые. В больнице сказали эпилептический шок. Подскажите, как и чем можно помочь? Я считаю, что эпилепсия является проблемой не только связанной с мозговой деятельностью височного отдела. Я считаю, что эпилепсия является проблемой недостаточного формирования в организме лизоцима. Да, это мое мнение, я могу его где-то клинически, если бы мне дали возможность, доказать. Так как у меня есть целый ряд
опытов таких, в ходе которого люди, которые принимали лизоцим в ходе применения депокина или карбамазепина или вальпрокама длительное время, применяя лизоцим, отказывались от очень больших дозировок применения препарата там, своего какого-либо, и в дальнейшем процессы уменьшались, и процессы приступов уменьшались. Это было все видно, очень значимо видно на энцефалограмме. Поэтому для того, чтобы, конечно, вам назначат, сейчас должны назначить какой-то препарат. Само заболевание эпилепсии, оно появляется неоднозначно, очень долго и может иметь развитие стихийное, особенно весной, но не доводить до генерализированного приступа, как у вас это произошло. Может быть, вы не болеете эпилепсией, может быть, это нечаянно произошло. Почему? Есть воздействие, скорее всего, может быть, там переистощение центральной нервной системы на фоне повторяющихся цветов в каких-либо играх или в каких-нибудь видео или где-либо, вот где ребенок был. Или истощение нервной системы, длительная бессонница, сумасшедшая эйфория, там, или очень печальное состояние, истощение в виде депрессии, депрессивный эпизод какой-то, даже паническая атака. Могла привести к появлению вот такого генерализированного приступа, абсанса. Ну и это все отчасти очень часто связано с еще и лизоцимом. Попринимайте лизоцим совместно с препаратом, который назначит вам невролог. Скорее всего, для ребенка это будет какой-то дозировки депокин. И лизоцим 1000 мг, лизоцим экстра. По одной таблетке 3 или даже 4 раза в день. Это совершенно безопасно. И на протяжении 2 месяцев, 3 месяцев. И потом попробуйте отменить плавно, отменить препарат от эпилепсии, продолжая принимать лизоцим, и посмотрите. Если не будет приступов, то можно после этого плавно отменить. Надія Капшій. Чи можна вилікувати вальнус? Вальнус – це, мабуть, ви маєте на увазі вальгус. І в який спосіб? Дякую. Вальгусная стопа – это деформация стопы, которая происходит, по моему мнению, при появлении, как ни странно, при появлении остеопороза. Почему так устроено все? Когда ткань тазобедренная, она становится более рыхлой, то организм ничего не может сделать, только человека перевести на более широкую стопу. То есть, увеличивая стопу, увеличивает нагрузку на стопу. Получается, переносит нагрузку с тазобедренного сустава на стопу. И это именно так и выглядит. Поэтому, как ни странно, принимая препараты кальция, можно улучшить состояние вальгуса. Не торопитесь делать иссечение, вальгусное сшивание. Попробуйте попринимать препараты кальция. В моей компании есть кальций с малиной. 1 столовая ложка 1, 2 или даже 3 раза в день. Посмазывайте ноги нашатырным спиртом. Попарьте ноги в солевом растворе в ропе. Понатирайте ноги раствором камфорного спирта, так чтобы прогревались ножки немножко. Уберите мясо на время, так чтобы его не было вообще ни в каком виде. Алкоголь уберите из питания. Татьяна Мастакаева. У вас есть препараты для ВИЧ-больных? Да, есть бетулиновая кислота, мы ее производим самостоятельно. И эта бетулиновая кислота является на сегодняшний день единственным препаратом, который используется в применении вируса иммунодефицита человека как высокоэффективное вещество. Мы его продаем недорого, и я могу сказать, что это большой прямо плюс нашей компании, потому что мы на это пошли. У меня есть требования, и мы сами изготавливаем бетулин, из которого синтезируем потом бетулиновую кислоту. Это мегапрепарат с очень хорошими результатами по иммунологии, очень хорошие результаты по использованию в ходе терапии вируса иммунного дефицита. И я могу сказать, что все там
допустим, полинейропатии, которые являются сопутствующим синдрома ВИЧ, они тоже купируются, и есть очень хорошие результаты. Принимать, ну, от 3 до 6 до 9 месяцев принимать. По 2 таблетки 2-3 раза в день. Утром натощак, вечером перед сном. Хорошие результаты, смело можете принимать. Об этом препарате можно очень много прочитать в Википедии. Там в Википедии есть ссылки, они на английском языке, о том, как лечили при помощи бетулиновой кислоты, лечили заболевания вируса иммунного дефицита. Почему этот препарат на сегодняшний день не применяется? Дело в том, что наша медицина, она сейчас упорно и очень быстро ищет возможности изготовления бетулиновой кислоты в синтетическом виде. То есть она пытается ее каким-то образом синтезировать. И это упорно не получается с 70-х годов. Почему? Потому что выделение самой бетулиновой кислоты, оно происходит из бетулина. Само выделение бетулина — это сложный процесс. Он возможен только из коры березы определенного вида. А само выделение бетулиновой кислоты, ну, в случае, если это синтетический бетулин, то выделить уже бетулиновую кислоту невозможно, она не имеет правильную форму. И вот выделяемые такие компоненты, которые получаются, они должны быть дешевыми, они должны помогать. А получается, что они и не дешевые, и не помогающие. И на сегодняшний день наша медицина могла бы с успехом лечить вирус иммунного дефицита бетулиновой кислотой, но всеми своими силами не собирается этого делать, потому что считает, что это дорого, что нужно следить или работать над тем, чтобы это было дешево. Ну и вот поэтому этого препарата нет сейчас. Его исследования, они за счет того, что само изготовление бетулиновой кислоты это дорого, нужно заморачиваться, нужно ее выделять, это сложные химические процессы, это гораздо сложнее, чем изготовить гормоны или изготовить антибиотики, и поэтому не особо заморачиваются. Но я думаю, что со временем найдут и синтетическую бетулиновую кислоту. Ну а пока есть люди типа меня, которые заморочились. У нас в нашей стране, я проживаю в Украине, разрешено использование бетулиновой кислоты в виде синтетической, в виде биологической добавки к пище, БАДа. Поэтому смело читайте, проверяйте, используйте. На сегодняшний день бетулиновая кислота используется в ходе лечения туберкулеза, тяжелейших аутоиммунных заболеваний, таких как красная волчанка, заболеваний синдрома иммунного дефицита, вируса иммунного дефицита. Татьяна Бондаренко попсуй. 2 недели, легкая тошнота, беременности нет. Мне 54 года, спасибо большое. В вашем случае это высокое давление артериальное, которое у вас повышается. Оно, скорее всего, у вас повышается на фоне очень сильной солнечной активности. Сейчас была солнечная активность, и эта солнечная активность, она как раз и попадала на европейские страны. Причем самое большое количество солнечной активности попало примерно на Румынию, Будапешт, вот Черновцы, Черкасы, Киев, часть Белоруссии, и вот туда аж самый верх Голландия, Норвегия, и вот эта солнечная активность, Франция, запад Франции, Монако. И вот эти вот все места, они ощутили на себе сильнейшую солнечную активность. Как она проявилась, эта солнечная активность? У человека происходит отек, повышается артериальное давление, которое невозможно сбивать. Это связано с повышением альфа-адреноблокаторов, адреналина, альфа-адреналина, которые можно устранить альфа-адреноблокаторами. Какие препараты есть, которые способны это сделать? Это Конкор. Можете принимать, он же Бетасерк, можете принимать такой препарат Конкор. Он есть по 50 миллиграмм, вот можно одну таблетку, сразу же тошнота будет исчезать, улучшится общее самочувствие, давление не будет подниматься. Дело в том, что солнечная активность, вообще радиация, очень увеличивает выделение адреналина, альфа-адреналина, бета-адреналина, особенно альфа. И это возможно устранить только использование вот таких препаратов, допустим, как Конкор. Карина
Потапова. Добрый день, подскажи. Почему подскажи? Мне за 50 лет. Как вы можете мне писать подскажи? Подскажи, пожалуйста, как вылечить Хашимото и ревматизм. Мне 34 года. Смотрите, вам поставили четкий диагноз. И этот четкий диагноз, он у вас имеется. И, скорее всего, вам даже назначили определенную терапию. То есть, если у вас есть заболевание Хашимото, то у вас есть терапия Хашимото. И если у вас есть заболевание ревматизм, то у вас есть терапия ревматизма. И мне для того, чтобы вам помочь, необходимо знать, что вы в данный момент используете в ходе лечения своих заболеваний. Вот в случае, если бы вы мне написали: Андрей Андреевич, я использую там или принимаю препарат такой и принимаю препарат такой, я бы сказал, что вот вам нужно сделать, и где искать, и так далее. А так, скорее всего, не получится, чтобы я помог. Хотел бы, но скорее всего никак. Скажите, пожалуйста, как можно убрать сосудистую сеточку под коленом? Сосудистая сеточка под коленом — это всегда проблемы, которые связаны с сосудами. Боже, как умно. Есть два препарата в моей компании. Это рутин, о котором я уже сказал. И второй препарат называется альфа-липоевая кислота. И первый еще есть здоровые сосуды. Вот эти три препарата способны убрать такую сеточку. А вообще хочу вам сказать, витаминно считается, что недостаточность витамина К приводит к появлению сосудистой сетки, особенно в внутренних частях тела. То есть это места изгиба, коленей и локтей. Поэтому применяйте витамин К. Можно найти этот витамин К в любой аптеке, применять по 2 таблетки 2 раза в день, 3 раза в день, совершенно безопасно. Кстати, витамин К мощное вещество, способное уменьшать протромбиновый индекс, ПТИ. Вот кто-то спрашивал, какими естественными продуктами или какие есть витамины, которые могут понизить количество формирования сеток на теле, венозных или сосудистых. Витамин К, вот лучше всего. У кого появляются такие проблемы? Витамин К не формируется у тех людей, кто активно худеет, а также у людей, у которых появляются запоры. Почему? Дело в том, что усваиваемость витамина К происходит как раз между переходом илиоцикального клапана тонкого кишечника в толстый. И именно в первом отделе, уже, наверное, в отделе аппендикса и выше происходит как раз усвоение этого витамина. Поэтому витамин К необходим. В случае, если такое есть, обычно люди, у которых запоры, как раз вот и происходит это за счет того, что неправильно работает клапан. И за счет этого потом формируются эти запоры. Светлана Солодовника. Здравствуйте, у мамы возрастная дегенерация роговицы. И уже болит, и врачи планируют пересадку. Можно ли вылечить вашими препаратами? Нет, нет, Светлана, скорее всего, вылечить я не смогу своими препаратами. Дело в том, что очень много нюансов. Наша сетчатка очень сложная. Она необычная, очень сложная. Это продолжение мозга. И сама роговица сложная, хрусталик сложный, ткани сложные, аппарат, много нервов и так далее. Лучше не нужно рисковать, потому что мы начнем пробовать лечить, недостаточно будем понимать, как это все происходит. И это может привести не к улучшению, а к ухудшению. А не хотелось бы, чтобы зрение мама теряла, потому что мы решили делать эксперименты. Все-таки я не являюсь клиническим доктором. Знаете, у меня нет опыта прямо мегаэффективного лечения. Вот таких заболеваний, скорее всего, нет. Но хотелось бы. Но зато, чем больше нас будет становиться, тем больше у меня будет возможностей. И когда-нибудь, скорее всего, я смогу открыть клиники, где я смогу, используя свои препараты, помогать людям. И поэтому вы можете меня поддержать прямо сегодня, но я не прошу ничего мне дарить, мне этого не нужно. Вы можете приобретать мои препараты.
потому что это даст в дальнейшем возможность получать исследования и заниматься улучшением качества и изменением материалов и так далее. То есть даст возможности заниматься научной работой дополнительно. Поэтому обязательно, а это для будущего хорошо. Почему? Потому что рано или поздно весь мир перейдет к тому, что будет понимать, что использование синтетических препаратов для человека это нехорошо. И рано или поздно этот мир начнет понимать, что использование экстрактов растений в виде смесей это может быть гораздо эффективнее, гораздо экологичнее, улучшает не только здоровье, а еще и общую длину жизни, улучшает геронтологическое состояние, ну и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, я понимаю нашу медицину, она за путем или за тем, чтобы помочь большому количеству людей, упускает какие-то моменты, но ничего страшного, за счет таких людей, которыми мы являемся, это все развивается и в дальнейшем будет кому-то нужно. О, спасибо. Ответ Оля Таро. Спасибо, Оля, за то, что вы перешли на уровень спонсора. Вот, Жеш, был реально шок, когда мазь для увеличения груди убрал фурункул, который был у человека годами, прямо на глазах. Представляете, низкий вам поклон, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо. Возможно, вот этот фурункул был не фурункул. Возможно, это было заболевание груди. Там какая-нибудь кистозно-мастозная мастопатия. Кистозно-фиброзная мастопатия. И вот вам это помогло. Такое было не один раз. Скажите, пожалуйста, как помочь ребенку, 14 лет, девушка при ВСД, обморок был. Вот я сегодня говорил о рутине. Рутин очень помогает при ВСД. Есть еще у меня препарат Дитарекс. Дитарекс это препарат от ВСД. А вообще ВСД это первые признаки того, что у человека спазм. Спазм это вазоконстрикция сильнейшая. Выделяется большое количество гастрина на фоне стресса и происходит мегаспазм такой, ух. И он, конечно, очень болезненный, от него может тошнить, от него может голова жутко болеть и так далее. Это все проблемы, по моему мнению, связанные с печенью. Да. Чем можно вылечить? Я считаю, что если провести, допустим, 10 капельниц с глютатионом, то, может быть, 1 или 2 капельницы можно витаминных каких-нибудь, можно с аскорбиновой кислотой или там супрой какой-нибудь, то это может очень улучшить состояние, прямо очень-очень. Именно так и лечат. Я извиняюсь за опечатку. Нет, что вы, все в порядке, я так и понял. Я живу в Польше, выписали мне для Хашимота утерокс, ревматизм триксан и люфлуномид медок. Да. Напишите мне, я обязательно вам отвечу. Мне еще необходимо, есть реактивный белок ваш, посмотреть ревмопробы. Если есть реактивный белок в норме, я расскажу, чем лечить. Все лечить можно, все лечить возможно. Свяжитесь вот здесь с операторами, они дадут вам мой телеграм-аккаунт и пришлите мне ваши документы, и я вам отвечу. Ну что, я стараюсь вам, я желаю вам здоровья всем. Здоровым быть легко, потому что у нас есть я, Андрей Дойко. Поэтому давайте все вместе друг другу помогать. Моя помощь вам в виде того, что я пришел на эту конференцию и вебинар, и прочитал для вас этот вебинар. Надеюсь, он был для вас интересным. А вы меня отблагодарите тем, что напишите какой-нибудь комментарий. Напишите, что препарат такой-то, такой-то помог от этого. Или там я принимала вот это, помогло от этого. Вот в случае, если у вас есть что-то такое, то буду очень признателен. Так, почему? Потому что ваши комментарии в дальнейшем, скорее всего, могут быть полезны тем людям, которые нуждаются, а не могут выбрать для себя что-то нужное, так как не могут понять эффективности, нужно им это или не нужно. Возможно, какая-то ваша идея или ваши результаты могут кого-то вдохновить и могут кому-то помочь.